Насколько актуальны Nike Blazer Mid 77 в 2021 году? Какие сильные и слабые стороны у этой модели? Nike Blazer Mid — это лучшие кроссовки на лето? В этом видео я отвечу на все эти вопросы и покажу распаковку новенькой модели, доступной только для членов клуба Nike. Так, и ты хочешь знать, что это за цифра? Ровно столько лайков осталось до розыгрыша Air Force One среди моих подписчиков. Все подробности в этом видео. С тобой Адамов, по классике, с тебя лайк и подписка, с меня топовый контент. Приятного просмотра! Теперь немного о том, что сделала Nike Blazer Mid 77 такими популярными. Это первая баскетбольная модель в истории бренда Nike. Свое название она получила в честь родного города компании Портленда и местной баскетбольной команды Blazers. Разработал ее тренер по легкой атлетике и один из основателей Blue Ribbon Sports, а затем и Nike, Билл Бауэрман. В баскетболе блейзеры дебютировали в 1973 году, и первым, кто их прославил, была звезда NBA Джордж Гервин по кличке Iceman. Когда Nike углубился в разработку технологии Air, модель перестала пользоваться популярностью у баскетболистов. Но на нее обратили внимание скейтбордисты, что придало силуэту вторую жизнь. Вспышка интереса к уличным блейзерам пришлась на середину 90-х годов. Несмотря на прогресс и обилие большого количества кроссовок в каталоге Nike, блейзеры продолжали выпускаться и благодаря своей легкости, износостойкости и дешевизне пользовались спросом у любителей классики и скейтеров. Сейчас подразделение Nike SB на постоянной основе выпускает усовершенствованные блейзеры для скейтбординга. Также эта модель имеет много коллабораций. Теперь перейдем к распаковке. Блейзеры поставляются в симпатичной оранжевой коробке. Сбоку нанесена информация о модели и размерная сетка. Кроссовки имеют высокий силуэт, белый с серебристым контуром. Шнурки качественные, довольно широкие и прочные. Верх из синтетической кожи. Сверху открытый внутренний наполнитель язычка. Это мягкий пеноматериал, обшитый с двух сторон тканью. Внутри мягкая ткань, которая позволяет ноге довольно уютно и комфортно себя чувствовать. Они производятся во Вьетнаме. Красиво смотрятся боковые серые грани свуша, что очень контрастно, что создает хороший акцент. Сбоку есть маленькие дырочки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Некоторые накладки прошиты двойным швом, что опять же придает некоторую винтажность этой модели. Швы красивые, все очень ровно и качественно прошито. Сзади, как будто фломастером, немного неаккуратно написано Nike. Сзади также двойная строчка, цельная вулканизированная подошва, подметка сделана в елочку.
Плюсы модели. Винтажный, красивый и универсальный дизайн, который подходит к любому стилю. Высокое качество материалов и изготовления. Эта модель считается одной из самых износостойких. Большое количество цветовых решений, в том числе коллабораций. Также они легко разнашиваются и их легко мыть. Единственный минус – они могут казаться жесткими до того, как ты их разносишь. Заключение. Если тебе нравятся силуэты конверсов, то блейзеры точно для тебя. Эти Nike не выходят из моды никогда и выглядят лучше тогда, когда их носят. Блейзеры — это фантастические кроссовки на прохладную погоду, поэтому в жару я бы одевал что-то более дышащее. Благодаря их дизайну они подходят к любому стилю. Здесь не так много амортизации, как в силуэтах Air Force и Air Max, тем не менее, здесь достаточно амортизации, чтобы в них было комфортно. Если ты будешь заказывать блейзеры онлайн, то имей в виду, они соответствуют размеру, но если тебе нужно больше места внутри, то заказывай на полразмера больше. Я был рад более подробно рассказать про Blazer Mid 77. Надеюсь, мой обзор поможет тебе сделать свой правильный выбор. Спасибо за просмотр, с тобой был Адамов, пока-пока.